till the day I die. Доброго времени суток, уважаемый вьювер, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++ в рамках моего довольно уже объемного курса. Вот, я сразу прошу меня извинить за то, что видео в этом курсе довольно давно не выходили. Прошу прощения, так уж получилось, но смею вас заверить, видео еще будет и, наверное, довольно немало, потому что нам еще нужно ОП закончить. Ну, по ОП, наверное, я уже много уроков делать не буду, буквально парочку, но нас ждет еще очень-очень объемная тема, которая касается шаблонов. C++, это очень большая, непростая, наверное, ну, в принципе, поначалу, наверное, практически для всех людей, которые только начинают изучать программирование C++, и тут и я не был исключением, и мы обязательно тоже ее как следует обстоятельно разберем. Ну а сегодня мы продолжаем изучать объектно-ориентированное программирование, и тема тоже не самая простая, тоже я с ней много часов просидел в свое время, чтобы разобраться, и потом еще много в ней чего открывал, как говорится, много недотолков было у меня по этой теме, но в итоге кое-как разобрался, постараюсь вам тоже донести эту информацию максимально подробно, максимально доступно. Вот, тема сегодняшнего урока — это виртуальные методы и их таблицы, то есть таблицы виртуальных методов. Я, ребята, сразу скажу, что я не стал, вот как видите, писать код заранее, потому что считаю, здесь важно все писать последовательно и расставлять нужные акценты в тех местах, ну, где это необходимо. Но я подготовил графический материал, там таблички такие красивенькие, которые нам будут служить в качестве сопроводительного материала к нашему коду, который мы будем писать. Что ж, давайте начнем писать. Нам нужен... Да, ребят, сразу оговорюсь, что в этом уроке я уже, конечно, собственно, как и во всех остальных, подразумеваю, что тот материал, который был до этого урока, вы уже достаточно обстоятельно, хорошо усвоили. То есть здесь мы будем касаться уже таких тем, как классов, наследования, и я буду подразумевать, что вы эти темы достаточно хорошо знаете. Вот, методы там и так далее. Ну, понятно. Так, пишем класс, называем его base класс. Ну, собственно, по тому смыслу, который он будет в себе нести. Он у нас будет выступать в качестве базового класса, или, как мы еще называем, родительского класса. И сразу же объявляем так называемый виртуальный метод с помощью специального ключевого слова virtual. Сейчас напишу и дам вам первую, так сказать, первое короткое объяснение, что за виртуальные методы, потому что я буду, так сказать, смыслом наполнять, да, по чуть-чуть, по мере написания кода я буду наполнять смыслом, что же такое виртуальные методы, виртуальные таблицы и так далее, потому что, ну, аспектов здесь довольно немало. Ну и не так много, надо сказать. Вот, не все так страшно. Так вот, что такое виртуальный метод? Это метод, который может быть переопределен в порожденных классах, то есть в тех классах, которые наследуются. Например, сейчас у нас есть только один класс, да, вот этот base класс, и в нем есть виртуальный метод. Давайте напишем для него определение, то есть определение может быть как и у класса, в котором впервые объявляется этот метод, да, вот как у нас, но и потом, когда мы будем наследоваться от base класса, мы сможем его переопределить. Давайте посмотрим, как это работает. Для начала определим... Так, я не подключил IOStream, давайте это сделаем сейчас. Давайте определим сейчас базово наш метод, да, виртуальный, и просто напишем буквально, что будем выводить, ну, давайте вот так сделаем, print from base class. Вот, и ничего хитрого, да, казалось бы, просто метод в рамках нашего base класса, мы его определяем. А теперь давайте попробуем определить еще один класс, который назовем derived, то есть расширяющий класс порожденный, да, или как его еще называют, child class, derived класс, и публично унаследуемся от нашего base класса.
И вот теперь смотрите, если мы также используем ключевое слово virtual и используем ровно ту же самую сигнатуру метода, то есть укажем возвращаемый тип void, идентификатор метод, да. Давайте, кстати, назовем не просто метод, а метод 1, чтобы было более наглядно. И теперь мы попробуем переопределить. То есть, казалось бы, если мы наследуем одним классом другой, да, то мы должны просто получить, ну, ровно такой же метод с таким же определением. Но в случае с виртуальными методами мы можем переопределять тело этого метода. И здесь мы напишем уже другое, да, то есть мы сделаем print и напишем здесь print from, кстати, ошибся здесь, но ничего, сейчас мы исправимся. Print from derived class. Кстати, в классе я тоже здесь ошибся. Хорошо. Вот так. Derived class. И давайте сразу, чтобы не закапываться глубоко в детали, мы сейчас сразу же попробуем создать два объекта каждого класса. То есть один объект base класса. Ой, господи, что я пишу? Так, base класса. Ну, так и назовем его base, допустим, объект, да. И один объект порожденного класса. То есть child класса. Ну, назовем его также derived. И смотрите теперь, чтобы проверить, как действительно работают наши виртуальные методы, мы попробуем вызвать у каждого из классов их методы. То есть, по сути, один и тот же метод, да, казалось бы, метод 1, но который должен быть переопределен. Давайте убедимся в этом. Вызываем метод 1 у base и вызываем метод 1 у derived. Собираем нашу программу, запускаем ее. И видим совершенно, ну, то, что ожидали увидеть. То есть мы получили print from base class. Еще раз убеждаемся, что это именно то тело метода, которое находится в base классе, да, для метода 1. И вторым принтом мы видим print from derived class. То есть это переопределенный метод. То есть мы переопределили тело данного метода, хотя мы и унаследовались как бы, то есть мы унаследовали этот метод от base класса, но у нас свое определение данного метода в рамках derived класса. Видите, мы его переопределили. Что ж, давайте объявим еще один класс. И да, прежде чем объявлять еще один класс, давайте сделаем следующее. Мы объявим еще один метод и назовем его, ну, метод 2 для простоты, причем он тоже будет виртуальным. Давайте даже немножко здесь поменяем логику и будем вот так вот писать метод 1, то есть не просто print, а чтобы у нас была принадлежность по признаку того, как называется сам метод, то есть по его идентификатору. Здесь у нас будет метод 2 from derived class. Кстати, derived class мы тоже сейчас переназовем, потому что у нас появится второй derived class, так что мы назовем его derived class 1. Вот. И смотрите, давайте сразу, пока у нас единственный класс, который наследуется от base класса, я уже немножечко погружусь в понятие виртуальных таблиц. Так, здесь мы сейчас поправим. Угу, хорошо. И тут тоже мы заранее поправим, что это именно порожденный первый объект. Смотрите, ребят, что такое виртуальные таблицы, таблицы виртуальных методов? Это, по сути, просто статические массивы, которые есть у каждого класса, у которого есть виртуальные методы, и в них хранятся указатели на методы, то есть указатели на функции классов. И смысл в том, что когда мы создаем, то есть когда мы объявляем виртуальный метод, то у такого класса
всегда будет специальный указатель, то есть указатель на виртуальную таблицу. То есть, по сути, этот указатель указывает на ту самую виртуальную таблицу или просто на статический массив, в котором хранятся указатели на виртуальные методы. Давайте откроем картинку, которую я заранее подготовил. Так, что это я нажал, это не надо. Вот такая картинка. А пока все не смотрим, смотрим только вот сюда. Вот есть у нас base класс. Это наш вот base класс, так и мы его определили, да. А есть у нас derived класс первый. Вот он наш derived класс. И смотрите, какая получается штука. Кстати, я забыл объявить второй виртуальный метод. Давайте тоже это сделаем. Сейчас скопирую просто. Вот второй виртуальный метод. И вот у него тоже свое, да, определение, то есть, как бы свое тело метода, в котором просто вызывается print, cout, в объект cout отправляется вот такая строка, метод 2 from base class, то есть мы не перепутаем, да, отсюда у нас метод 1 from base class, отсюда метод 2 from base class, и по аналогии то же самое для derived класса. И смотрите, что происходит. То есть у каждого класса, у которого есть виртуальные методы, есть вот такой указатель, специальный указатель, который служит для того, чтобы обратиться в виртуальную таблицу, то есть в таблицу виртуальных методов. Еще раз напоминаю, что по сути таблица виртуальных методов — это просто статический массив, в котором хранятся указатели на функции. То есть по сути мы получаем доступ через вот этот указатель специальный, скрытый причем указатель, и нужно понимать, что на размер этого указателя увеличивается и размер всего класса, то есть этот указатель буквально добавляется в скрытом виде, наподобие как this, только в случае this это по сути у нас как параметр метода, а это буквально указатель, на размер которого увеличивается весь наш класс и каждый объект этого класса соответственно. Вот, и по сути через этот указатель мы проходим в наш статический массив, в нашу таблицу виртуальных методов и ищем указатель на нужную функцию. И в случае, если эта функция, этот метод класса переопределены, да, вот, например, для порожденного, давайте рассматривать, смотрите, тут самая простая задача, да, то есть в случае базового класса у нас просто есть определение базового класса, то есть он указывает, то есть все указатели на функции, которые хранятся в таблице виртуальных методов, они по сути указывают на его виртуальные методы, и тут все просто. То есть мы всегда проходим в наши же виртуальные методы, в методы этого класса. Но если мы рассматриваем уже порожденный класс, то есть который унаследовал от base класса, то здесь немножко хитрее. В случае, если мы переопределяем виртуальный метод, то этот метод будет относиться к нашему классу, к derived классу, да, то есть мы из виртуальной таблицы пройдем сначала по PTR виртуальную таблицу в наш статический массив, и из него мы получим указатель на наш же метод, который находится в нашем derived классе. Но если мы не переопределяем виртуальный метод, в этом случае мы идем к нашему базовому классу и берем его определение. То есть смотрите, что получается. Вот если мы переопределяем метод, давайте я могу даже сейчас вот убрать, то есть с первым методом мы разобрались, да, то есть мы его переопределили, поэтому получили свой вывод, то есть именно из того тела метода, который мы переопределили. Но если я сейчас уберу вот это переопределение второго метода, мы же наследуем, как бы, у нас есть доступ к этому методу, но что мы тогда получим в итоге? То есть если мы именно вызовем метод 2 у derived 1, да, объекта, собираем нашу программу, запускаем и видим, что мы получили метод 2 from base class, то есть мы получили print именно из вот этого определения метода. То есть мы через виртуальную таблицу обратились в виртуальную таблицу и через нее достали указатель, но именно на определение базового класса метода 2. Потому что мы сами не переопределяли этот метод. Если бы мы это сделали, то у нас бы получилась такая же ровно картина, как и с методом 1. То есть мы получили бы свое переопределение метода в рамках класса derived класс 1. То есть то, что мы написали бы. Давайте еще немножко, так сказать, усложним наш вариант, но не сильно, конечно. Я введу еще один класс, чтобы было. Я думаю, что уже должно быть что-то плюс-минус понятно. Я вот так скопирую код, просто переназову здесь немножко методы.
Вот, и здесь тоже я напишу метод 2 from derived class 2, то есть это уже derived class 2. Давайте теперь объявим, соответственно, еще один объект, уже derived класса 2, и назову его по аналогии derived 2. И теперь я вызову у него методы. Также, то есть я вызову метод 1 сначала, потом вызову метод 2, и мы посмотрим, что из этого получится. Так, я тут немного ошибся. Виноват. Вот так должно быть. Вызываем именно два метода у derived 2. То есть нас сейчас они интересуют. Пересобираем программу, смотрим. Вот, смотрите. То есть получается, что мы создали еще один объект, derived класса 2. Вызываем у него оба метода, то есть метод 1, метод 2. У метода 2 есть переопределение виртуального метода в рамках класса derived class 2. Но у метода 1 мы ничего не переопределяем. И, соответственно, мы пройдем по виртуальной таблице с помощью вот этого скрытого указателя vptr, да, виртуальную таблицу проходим и забираем оттуда указатель на вот этот метод. То есть мы вызываем метод 1 из base класса, потому что мы не переопределили его. Что свидетельствует, о чем свидетельствует наш print. То есть метод 1 from base class. Видите, то есть мы вызвали через derived class 2 объект, да, derived класса 2, вызвали метод 1, но так как у него нету переопределения в рамках этого derived класса 2, мы прошли в base класс и вызвали его определение метода. Но когда мы вызываем уже метод 2, так как мы сделали переопределение данного метода, да, видим, что у нас свое здесь определение тела этого метода, то мы уже вызываем его и получаем, соответственно, метод 2 from derived class 2. Вот он, этот print. То есть, ребят, еще раз, смотрите, вот общая таблица. То есть у нас есть базовый класс. В рамках этого базового класса мы определяем два виртуальных метода. Как только мы это делаем, в класс добавляется скрытый указатель vptr, который указывает на виртуальную таблицу, на таблицу виртуальных методов. То есть мы по этому указателю проходим в эту таблицу, и что мы там видим? Мы видим там указатели на методы, на функции класса. Так как у базового класса, то есть он ни от кого не наследуется, он у нас базовый, у нас главный суперкласс, мы в нем можем забрать указатели только на его собственные виртуальные методы. То есть у него указатель на, соответственно, метод 1, указатель на метод 2. Но как только мы начинаем создавать классы, которые наследуются от базового класса, они тоже наследуют такой указатель, но он уже указывает на их собственные таблицы виртуальных методов. И в них уже хранятся указатели, то есть могут храниться указатели на функции, на их методы, как на переопределенные, которые будут, то есть определены именно в рамках этих порожденных классов, так и на методы, которые находятся в базовом классе, то есть на их определение в случае, если мы не переопределяли их. То есть, как видите, в данном случае у нас переопределен метод 1 у derived класса 1, поэтому мы из виртуальной таблицы проходим в определение, которое есть в derived классе 1 для метода 1. Но в случае метода 2 мы проходим в определение этого метода в рамках базового класса. И такая же похожая, да, ситуация с derived класс 2. Мы наследуемся, получаем, соответственно, vptr, получаем виртуальную таблицу. И в этом случае мы уже не переопределяли метод 1, поэтому за его определением мы побежим как бы в базовый класс через виртуальную таблицу, да? А метод 2 мы переопределили, поэтому в этом случае мы, соответственно, воспользуемся его определением. И там то, что мы напишем в рамках этого метода, то у нас как бы и заработает. Так, ребят, надеюсь, что все понятно. Если какие-то вопросы есть, если у вас есть какие-то полезные дополнения, милости прошу в комментарии, спрашивайте, дополняйте, пожалуйста. Я от себя постарался, максимально все как бы разжевать, разобрать. То есть еще раз показываю, вот наш базовый класс уже в коде, да, вот у него два виртуальных метода, то есть он обращается только к себе через виртуальные таблицы. Вот у нас derived класс 1, который от него наследуется. У него переопределяется только метод 1, и поэтому он будет пользоваться своим определением метода 1. Но в случае с методом 2 он пойдет в базовый класс и будет его вызывать, и поэтому будет вот этот print, соответственно.
И в случае derived класса 2, наоборот, он не переопределяет метод 1 и будет пользоваться определением метода 1 базового класса, но переопределяет метод 2, и поэтому будет пользоваться тем телом метода, который написан у него. Так, еще одно очень важное дополнение, которое я чуть было не забыл сказать. Есть такое ключевое слово override, которое нам приходит на помощь для проверки наших виртуальных методов. А в случае, когда мы переопределяем виртуальный метод, нам желательно, а скорее даже обязательно поставить вот в этом месте ключевое слово override. Почему это нужно? Таким образом, мы говорим компилятору, что мы точно пытаемся переопределить метод некоторого класса, от которого мы наследуемся, то есть именно виртуальный метод. Смотрите, почему это важно. Допустим, я уберу слово override и изменю сигнатуру данного метода, добавив в него, например, параметр интового типа, вот такой вот value. И у нас нет вроде никакой ошибки, все нормально, да, ну, внизу ошибка просто, что метод требует передачи аргумента в него, но дело не в этом. Дело в том, что здесь у нас ошибки нет, но мы можем подумать, что мы переопределяем виртуальный метод из нашего базового класса base class, да. На самом деле это не так. Здесь теперь этот метод виртуальный воспринимается как первый виртуальный метод, впервые определенный в рамках derived класса 1. И если мы сейчас еще раз поставим ключевое слово override вот здесь, мы получим ошибку, потому что таким образом, опять же, мы говорим компилятору, я переопределяю метод 1 из базового класса, от которого я занаследовался. Но это не так. Мы не можем изменять сигнатуру переопределяемого нами метода. Поэтому обязательно, ребята, ставьте ключевое слово override около любого виртуального метода, который вы хотите переопределить. То есть это нужно и вот здесь тоже сделать. И более того, когда мы используем данное ключевое слово, мы можем игнорировать уже ключевое слово virtual. То есть мы вольны убрать просто отсюда virtual, и это будет ровно то же самое. То есть мы все равно проверяем себя через ключевое слово override. Вот так. Ребят, еще одно дополнение, которое касается наших виртуальных методов и динамического полиморфизма в целом. Просьба не путать виртуальные методы и статический полиморфизм, то есть перегрузку функций. Потому что, скорее всего, у некоторых из вас, кто особенно внимателен, да, к тому материалу, который я излагаю, могут возникнуть логичные вопросы. А чем, собственно, отличается то, что мы сейчас делаем, вот эти виртуальные методы, их определение, от обычной перегрузки функций? Давайте так, пока что просто возьмите на заметку, что мы пока только углубляемся в эту тему, то есть мы только начали. И далее в следующем видео я уже покажу магию, которую можно делать с указателями и с динамическим полиморфизмом виртуальных методов. Так что просьба не путать, статика у нас отдельно, динамический полиморфизм отдельно. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что было плюс-минус что-то понятно. Опять же, если что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте в комментариях. Все, давайте, удачи, хорошего вам обучения, пока.